雕像也能散发出一股威严神韵。 Хо Юйхао уже вступил в Академию Шрека. В сравнении с первой частью, это место сильно изменилось. Оно стало больше. Также появилось несколько новых направлений обучения. Учащиеся разделены на внутренний двор и внешний. Самые сильные мастера и таланты, конечно же, находятся во внутренней части. Было приятно увидеть, что прежние монстры Шрека являются легендами. Их помнят спустя эти 10 тысяч лет. Нас немного познакомили с духовными проводниками. В будущих видео мы подробнее рассмотрим, что они из себя представляют. Хочется немного ответить на вопросы к прошлым видео, например, относительно миллионного кольца Хо Юйхао. Согласно оригиналу, оно уже является возрастом в 1 000 000 лет и не будет менять свой цвет и возраст, только будет постепенно раскрываться вся его сила. Изначально кольцо ледяного шелкопряда было белое с золотым. В аниме первое кольцо Хо Юйхао белое. Тот, кто видит это кольцо, даже не думает, что его возраст 1 000 000 лет. Кроме того, когда ледяной шелкопряд запечатал свою силу, этот золотой отблеск мог исчезнуть. Но то, что другие кольца Хо Юйхао смогут улучшаться впоследствии, это факт. И после поглощения этого кольца, сила Хо Юйхао достигла всего лишь 11 ранга. Все из-за того, что ледяной шелкопряд запечатал его истинную мощь. Также Хо Юйхао наконец встретит Тану Тун, дочь Тансана и Сяву, которая замаскировалась под мальчика. Она стала его соседом по комнате. Их первое знакомство довольно интересное и необычное. На самом деле о том, что Ван Дун это Тану Тун, рассказывается намного позже. Однако сами создатели в трейлерах раскрыли этот важный спойлер, поэтому тут ничего не поделаешь. Мы уже знаем эту тайну. Итак, когда Хо Юйхао вернулся в общежитие, он был ошеломлен, увидев Тану Тун, хотя правильнее Ван Дуна. Она взяла это имя во время поступления в Академию Шрека. Его большие глаза были очень необычными. Они были слегка розовато-голубыми, и короткие волосы имели тот же цвет. Он выглядел еще более красивым, чем Бэй-Бэй. Он действительно был самым красивым человеком, которого Хо Юйхао когда-либо видел. Возраст Ван Дуна, похоже, не сильно отличался от возраста Хо Юйхао. Ван Дун вначале слегка бесцеремонно, даже надменно отнесся к Хо Юйхао. Он сказал ему: «Предполагаю, ты тоже живешь в этой комнате. Так как ты хорошо убрался внутри, я временно разрешу тебе жить со мной. У меня есть несколько правил, которые ты должен запомнить. Первое, тебе запрещено приводить каких-то случайных людей в эту комнату. Второе, тебе запрещено раздеваться в этой комнате. Третье, тебе запрещено храпеть ночью. Четвертое, тебе запрещено беспокоить меня. Пятое, ты будешь отвечать за чистоту этой комнаты, но тебе запрещено прикасаться к моей кровати. Ты все понял?» Когда Хо Юйхао увидел, какой высокомерный его сосед, он не мог не вскипеть. «Почему я должен слушаться тебя?» Ван Дун холодно ответил: «Если не будешь слушаться, я просто выкину тебя наружу. Если не веришь, то можешь попробовать». Хо Юйхао с детства задирали люди из особняка герцога, поэтому он больше всех ненавидел высокомерных людей. Он холодно сказал: «Если хочешь подраться, тогда давай драться, выйдем наружу». Ван Дун на самом деле рассмеялся, когда Хо Юйхао не захотел подчиняться. Затем они узнали имена друг друга. Нужно же знать, с кем драться. Ван Дун улыбнулся и внезапно подошел к Хо Юйхао. «Очень хорошо. Думаю, твое имя очень быстро исчезнет из Академии Шрека. Идем». Сказав это, он повернулся и вышел из комнаты. Кулаки Хо Юйхао были крепко сжаты, и он пошел за Ван Дуном. Даже если он знал, что его духовная сила была не такой уж высокой, он больше никому не позволит задирать себя. Более того, этот человек будет его соседом по комнате весь следующий год. Они вышли на открытое пространство. Хо Юйхао был все еще очень зол, но он не ринулся на Ван Дуна в гневе. Так как он прошел через очень опасные ситуации внутри Великого Звездного Леса, он научился по крайней мере одной вещи – оставаться спокойным, несмотря ни на что. Старик, который сидел на стуле рядом с входом общежития, слегка приподнял свою голову. В его глазах промелькнул блеск любопытства, и он заинтересованно посмотрел на Хо Юйхао и Ван Дуна. На самом деле этот старик был мастером 99 ранга. В глазах Хо Юйхао пронесся едва заметный золотистый огонь, и из его ног поднялось белое духовное кольцо, активируя его духовные глаза. Увидев 10-летнее духовное кольцо, Ван Дун мягко посмеялся. «Мне очень любопытно, как именно ты смог поступить в эту школу? Я даже не буду использовать свой дух, чтобы разобраться с тобой». И тут началась драка. Кто же победил? Дочь Тансана и Сяву, которая родилась богиней и спустилась на континент, или обычный парнишка с кольцом 1 000 000 лет? Спуститесь сейчас в комментарии и напишите ваше предположение. Ответ может вас удивить. В этой драке выиграл Хо Юйхао, потому что они заранее договорились не использовать духа. Ему помогло фиолетовое око клана Тан. Ментальная атака на секунду отвлекла Ван Дуна. В итоге он признал поражение. Согласитесь, встреча главных героев Боевого континента 2 сильно отличается от первой встречи Тансана и Сяву. Да, они тоже сражались друг с другом, но быстро подружились.
В этом случае Ван Дун повел себя грубо, из-за чего Хуэйхао постоял за себя. А уже потом, постепенно, они нашли общий язык. Все-таки есть в Боевом континенте 2 свои интересные особенности и сюжетные повороты. Увидим, как будут развиваться отношения Хуэйхао и Танутун. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой первой встрече главных героев второй части и их битве. Подписывайтесь на канал и всем пока.